Время 7:06. Замечен первый медведь на бухте. Я сейчас без 15:06 начал регулярно туда-сюда бегаю, смотрю, кто ходит. Крупный самец какой-то. Еще один медведь бродит сейчас на самом краю косы. 7:30 сейчас. Сейчас снимаю до сих пор из окна дома. Пока еще сумерки. Не буду выходить. Думаю, без 20, наверное. Походу он у кромки льда, там по отливу сайка вмерзла, рыбу выковыривает. Обычно в конце октября, в ноябре по отливу вот так вот ковыряет рыбу. Там обломился, получается, лед, вот эта темная полоса под ним. Вот эта вот кромка льда обломилась после отлива. И под ней, видно, там какая-то еда скопилась. Морепродукты. Вот еще. Вот он сейчас там будет ковыряться. В этой кромке. Мишка вернулся. Собака его видела. Тут в поселке движение. Залаяла. Сейчас еще к нам может прийти. 500 метров тут от них до нас. 8:20. Мамка с сигаретка. Идут к Мите косе. Вдоль переезда. Грязная мамка на 3 с плюсом. И сигареток. 8:40. На сопочке у нас наблюдаются волчки. Сопка номер 5. Вон они там примостылились. Прячутся от ветра. Сейчас ветер северный. Черный. Что-то жрет. Знаете, вон трое. Склубочились. Один аппетит. О, бегает. Леммингов ловит. Теперь вернемся к мишкам. Металлолом. Знакомый. Совсем не боится. К ним еще и 5-й, короче. Нет, 4-й, все правильно. Тот приближается. Вот здесь у нас что? Здесь пока так 2 медведя лежат. Был еще 8-й. Где-то зашел за здание. Ладно, давай эту группу посмотрим. Это покупался, который вылез. Это вчерашний, походу, крупный самец. Они что-то тусили вчера постоянно. Игрались.
Знаете, мимо он шастает. Утренние встречи такие у них. Вот эти сейчас двое пойдут дальше играться. Тут купался опять. Специально охладиться, видно, перед схваточкой. Потренироваться, чтобы не перегреться. А сейчас сцепились. О, вот третий к ним. Зритель пришел. Болельщик. Ну его нафиг. Болеть за них. Еще попадет сейчас лапой. Нашел я источник шума. Мишка к нам тоже этот заявился, который на полярке сейчас шарился. То он там шума навел. Вот так у нас собака работает. Через жопу. Че он там нашел? Я вчера дотла все спалил. Сейчас на позиции красный гараж, медведь которого так лежит. Собака его не видит против солнца. У него метров 50-60. И собака сидит, втыкает. Она бы его увидела, сейчас уже тявкала. Тут что у нас творится? На свалке пока никого не вижу. Где? Вон они. Возможно, это мамка с медвежонком. А, собака заметила наконец медведя. Затявкала. Все, побежал. Шипит? Чё ж ты ко мне-то бежишь? А? Пошипливает. Так, сейчас 12:45 где-то. С 10 волки переместились на 4-ю сопку. На вершину, на 5-й хет. Ну, он одну лапу так поднял вверх. Может, хочет с низкого старта ее схватить. Ты еще на пузик не поползи. Он сейчас находится на другой стороне оврага, в самом краю поселка. Мне за ним обходить далеко. Бесстрашный Павел Сергеевич идет прогонять медведя. Медведь уже знает, что получит звездюлей, и поспешно скрывается. Все, собаки, спасибо скажут.
берег и все. Возможно, сбивает свой запах. Чтобы подойти поближе, может чиститься. Чтобы выглядеть белее. Ага. Встал, думает. Даже не подходит. Просто проходит мимо. Они его тоже не боятся. Получается, еще 2 медведя у нас по курсу собака. Где-то они там припрятались. Вот один, вот второй. Лежат. Как черви. Вот черви. Гасится. Тут у нас сова наблюдается. Сова. Было 45. Мамка с медвежатами с 2 наблюдается за пекарней. Прячется от ветра. Ветер усиливается. Я тут похожу, помаячу, им и так будет уже неудобно здесь. Они отойдут через какое-то время. В 15-20 наблюдается нерпа на бухте. Серая, крупная, жирная. Вроде успокоились. До них метров 70, наверное. Этих не видно. Вот они сзади них. Вторая мамка. Другой их переметает. Ладно, пойду, не буду их беспокоить. Сами выйдут.